Реагируя на новость о том, что Яра прекращает закупки калийных удобрений у Беларускалия с 1 апреля, не могу не отметить лицемерность официальной позиции руководства норвежской компании, которая в своем заявлении отмечает: при поддержке правозащитных организаций и профсоюзов Яра стремилась к позитивным переменам, используя свое присутствие в Беларуси для продвижения техники безопасности и соблюдения прав человека. Последствия действующих санкций в отношении Беларуси снижают способность Яра положительно влиять на безопасность и благополучие работников Беларускалия. Для Яра это разочаровывающее событие. Мы по-прежнему твердо привержены безопасности и благополучию работников Беларускалия. Так отмечается в заявлении норвежской компании. С августа 2020 года почти 150 рабочих и стачкомовцев Беларускалия были уволены за свои политические взгляды, и никто из них не был восстановлен. Суммарно работники предприятия получили около 1000 суток ареста. Административные уголовные дела завели на несколько десятков человек. Также известно о составленных списках неблагонадежных сотрудников Беларускалия, которые так или иначе принимали участие в протестах 2020 года или были замечены в нелояльности к режиму Лукашенко и теперь находятся под угрозой потенциального увольнения. Так о каких правах рабочих говорит господин Свейн Торе Хользетер? Спекуляции на благополучие и защите прав рабочих все это время служили для Яра прикрытием для продолжения финансовых отношений с режимом Лукашенко. Но при этом руководство норвежской компании упорно игнорировало и продолжает игнорировать тот факт, что санкции вводятся именно по причине вопиющих нарушений прав человека в Беларуси, в том числе прав рабочих предприятия Беларускалий. Народное антикризисное управление всегда занимало последовательную и принципиальную позицию в отношении Яра. Каждый депутат норвежского парламента, министр иностранных дел, министр торговли Норвегии и само руководство Яра неоднократно получали от нас обращения о приоритетности защиты прав человека в Беларуси перед финансовыми интересами норвежской компании. И тем не менее, бизнес-отношения Яра и режима Лукашенко продолжались несмотря ни на что. Что ж, очевидно, что не для каждой европейской компании репутация стоит превыше финансовых интересов и стоит гораздо дороже любых бенефитов от сотрудничества с режимом, который не прекращает массовый террор белорусов, европейского народа, стремящегося вырваться из дремучей, кошмарной диктатуры. И очень жаль, что только установленный американскими санкциями дедлайн для завершения отношений с белорусской калийной компанией стал для Яра единственным и вынужденным поводом для отказа от сотрудничества с режимом Лукашенко. Будут ли они искать лазейки? Уверен, что да. Но и наша команда также будет начеку и обязательно будет отслеживать случаи использования каких-либо схем по уходу от санкций. Яра уже доказала свою беспринципность, и поэтому мы не строим иллюзий насчет порядочности этой компании. Но ее руководство должно понимать, что для нас борьба с режимом, борьба за права человека – дело принципа.